Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 9 мая, четверг. И прежде чем я начну сегодняшний выпуск, я хотел бы поздравить всех моих зрителей, для которых сегодняшний день – это День Победы. Я лично отмечаю этот праздник, это традиция нашей семьи, поскольку мой отец прошел эту войну, дошел в составе 2-го Украинского фронта до Будапешта, где был ранен на одном из мостов, ранен в ногу. После войны он продолжил службу в советской армии. Он был военным врачом, служил в военно-воздушных силах. И я достаточно много помню его друзей, с которыми наша семья общалась. Это был интересный интернациональный коллектив. В советских ВВС были люди из Украины, из России, там были евреи, грузины, ну кого там только не было, и даже греки. Я имею в виду этнические греки, естественно, советские граждане. Это был такой очень интересный, спаянный, порядочный коллектив людей. И я уверен, что если бы они, ну большинство из них, естественно, уже не с нами, не в этом мире, если бы они узнали, что сейчас происходит на полях сражений Украины, они бы в гробу перевернулись. Те люди, которые вынесли на себе тяжести Второй мировой войны. Я очень много с отцом разговаривал на эту тему, особенно когда я уже был в старших классах, когда меня это интересовало. И он мне рассказывал чаще всего нехотя. И основная тема, вот, которая звучала в его рассказах, это был бардак. Бардак в том, что творилось в Красной армии, что творилось на полях сражений. Это был какой-то кошмар, за который советские люди заплатили большой кровью. Кстати, украинцы вынесли, ну тут трудно, конечно, мерить, кто больше, Россия или Украина, но громадная тяжесть этой войны, оккупации вынесла именно Украина, поскольку как самая индустриальная, самая плодородная, что ли, республика Советского Союза, она стала одной из основных целей наступления вермахта. Ну и так вот оказалось, что путинизм – это, с моей точки зрения, фашизм 21 века. Я неоднократно вам говорил, что то, что делает Путин в отношении Украины, это фактически одно к одному то, что делал Гитлер в своей деятельности, начиная там с 1934-1935 года. Это не случайно, потому что Путин специализировался в Краснознаменном институте КГБ СССР на Германии, там каждый кадет или каждый слушатель специализировался на какой-то стране, и это было сопряжено с углубленным изучением именно этой страны, ее истории. Ну и, видимо, не только Путин, но и многие из его нынешних соратников прошли это, и такое впечатление, что, ну, прямо как учебник, вот то, что делал Гитлер во время пребывания у власти, как учебник используется администрацией Путина им лично для начала оккупации и аннексии Крыма, ну и потом дальше все последующие события и действия. То есть путинизм – это фашизм 21 века. Это гадина человечества. Это, ну, как я бы сказал, неандертальцы оказались тупиковой ветвью в развитии человеческой расы, и они потом исчезли чуть ли не внезапно, хотя до этого жили на Земле и даже процветали, как пишут ученые, порядка 300 тысяч лет. Так вот, и фашисты в Германии оказались такой же тупиковой ветвью человеческой расы. И я думаю, что этим же закончится и путинизм, фашизм 21 века, его приверженцы, которых теперь мы часто называем орками. То есть добро, в конце концов, восторжествует. И тупиковое, отросток, аппендикс человеческой власти, ну, сам по себе он не отомрет, но он будет уничтожен. Поэтому я не думаю, что здесь нужно проводить какой-то там параллель, что а вот они празднуют, а мы не должны праздновать. Они пытаются, я имею в виду мордорианцы, они пытаются присвоить себе ту победу, которая принадлежит огромному количеству людей во всем земном шаре. Я вспоминаю историю, когда
И, естественно, я не присутствовал при этом, но я читал об этом, когда Черчилль узнал о том, что после Перл-Харбор Америка вступила во Вторую мировую войну, он воскликнул: «Мы спасены». Это не только он, не только Британия была спасена, это была спасена Европа и все человечество, я бы сказал так, включая Советский Союз. Потому что вот мой отец рассказывал, насколько все зависело от Америки, ее промышленной базы, ее техники, технологиям, ну и потом самому участию Америки. Это единственная страна, которая сражалась на двух фронтах одновременно и в то же самое время служила технической, промышленной, вообще базой, это кузницей вооружения. Я вспоминаю, когда в конце 50-х годов я вместе с родителями, а это был полк, которого переправляли из Владивостока на мыс Шмидта, и там строили базу на случай ядерной войны. Значит, оттуда должны были взлетать советские бомбардировщики с ядерными бомбами на борту и лететь бомбить Соединенные Штаты Америки. Так вот, плыли туда из Владивостока на мыс Шмидта на американском корабле «Либерти», который строили еще в 40-е годы во время Второй мировой войны, для рейса в одну сторону. Он вез вооружение. И считалось, то есть обратно он не должен был уже плыть, только в одну сторону, дай бог, доплыть ему, и он уже выполнил свою миссию. Вот так американцы строили корабли для помощи по ленд-лизу. А потом я там жил вот вместе с родителями на этом мысе Шмидта где-то в течение года. Вся база питалась американскими продуктами. Это был конец 50-х годов, полученных в процессе ленд-лиза. И это включало тушенку американскую. И тогда я впервые попробовал какой-то неземной продукт под названием ананас, консервированный, наверное, ананас. И потом, когда я уже учился в школе, я все время вспоминал этот ананас и думал, когда-нибудь я его попробую или нет, поскольку в Советском Союзе этого продукта не было напрочь. Короче говоря, Украина, люди со всех других республик Советского Союза обильно полили кровью и свою землю, и Европу. Мой отец пролил кровь на мосту, как я вам сказал, Будапешта, и они заслужили эту победу. Поэтому поздравляю вас, ну и выражаю полную уверенность в том, что и на этот раз этот тупиковый отросток или аппендикс развития человеческой цивилизации под названием фашизм 21 века или путинизм, он будет задавлен как та гадина, которая была задавлена в 1945 году. А теперь перейдем к нынешней тематике. Фашисты 21 века, Дуче и нанофюрер и картофельный Дуче, они приступили к тем учениям, о которых я рассказывал вам в предыдущем видео. Как сообщается, учение планируется проводить в 3 этапа. Беларусь вроде бы должна вступить в эти учения на 3-й фазе. 3-я фаза, как предполагаю я, по аналогичным учениям в прошлом, это должен быть тот этап, когда якобы тактические ядерные боеприпасы будут уже прицеплены к соответствующим носителям, и те начнут патрулировать. Вот, видимо, на этапе патрулирования Беларусь, то ли ее аэродромы, то ли ее самолеты, не знаю, есть ли у нее соответствующие самолеты или нет, сомневаюсь. Ну, в общем, такие планы, такие разговоры. И вот что сообщил нам картофельный Дуче накануне вступления его страны в эти учения. Он призвал не допустить ядерный апокалипсис. Всем людям нужно сплотиться, сказал картофельный Дуче, вступая в учения, цель которых – отработка применения ядерного оружия. Всем людям нужно сплотиться. Вот если совесть у этих людей, то ли они уже совсем выродились, или они уже недочеловеки.
И вот я не понимаю, совершенно не понимаю. Сплотиться. Вокруг кого сплачиваться? Вокруг него и нанофюрера кремлевского. И какие-то все люди должны сплотиться перед двумя негодяями, которые отрабатывают применение ядерного оружия. Он назвал ядерное оружие для России и Белоруссии орудием сдерживания. Это агрессор заявляет. Ранее он подчеркнул, что никто не собирается идти в наступление с таким вооружением. А вот это уже перекликается с тем, что я вам рассказывал. То есть эта операция, это то, что отличает нынешнее руководство фашистов, нынешних фюреров, нанофюреров, картофельных дуче. Это то, что они по-прежнему разыгрывают операцию «Держите меня семеро». Это кремлевская вот эта игра, это понты, в которых вот втянули уже Лукашенко, и который как заложник. Вот он как Дуче после того, как Скорцени освободил его из плена, из того замка в горах, куда его посадили в свое время, итальянцы же. Должен вам сказать, что вот в этих словах Лукашенко, конечно, сквозит страшная боязнь за то, что будет дальше, и с ним лично, потому что уже действительно дошли до такой черты, уже там, на этой позиции, где они есть, вместе с Путиным, уже для них страшно находиться. То есть допугались до того, что у самих штаны, по-моему, в неважном, не в кондиционном состоянии, скажем так. Чем ответит на это цивилизованный мир? Вот с этим обратился, так сказать, к цивилизованному миру бывший главнокомандующий НАТО адмирал Ставридис. Сделал это он на страницах Блумберга. И помимо этого еще кое-какая информация, о которой я вам сейчас и расскажу. То, о чем рассказал адмирал Ставридис, и то, что последует за вот этими учениями Путина и Лукашенко, это, собственно говоря, ответ НАТО на настоящее учение, российско-белорусские игрища с тактическим ядерным оружием. И речь идет прежде всего о учениях Балт-Опс, которые начнутся, по-моему, с 8 числа и будут продолжаться достаточно длительное время. В них будут участвовать 17 государств, все государства НАТО, которые омываются берегами Балтийского моря. Это будут одни из крупнейших учений, то есть они входят в количество 11 крупнейших ежегодных учений западных стран, в которых они хотят продемонстрировать всю свою мощь. И я бы сказал, что цель этих учений, она даже шире, чем просто ответ Москве и Минску. В общем, по порядку. По большому счету, речь идет о практической интеграции двух новых членов Альянса – Финляндии и Швеции. Как пишет генерал Ставридис, с вхождением этих двух государств в НАТО Балтийское море фактически превратилось в озеро. Так его и окрестили, пишет Ставридис, озеро НАТО. И взгляд на карту показывает, что это в значительной степени правда, потому что практически все побережье теперь Балтийского моря омывается странами НАТО, кроме небольшого кусочка суши, как называет это Ставридис, в районе Калининграда, затем это порт Балтийск и тоже маленький кусочек суши в районе Петербурга. Значит, в Балтийске там базируются военно-воздушные силы Российской Федерации, ракетные силы. Вернее, как Балтийские, простите, Балтийские – это военно-морские силы, а Калининград – это военно-воздушные силы и ракетные силы, ракетные части. А порт в районе, или суша просто в районе Петербурга, там, где время от времени стоят на стоянке корабли Балтийского моря,
И, как говорит Ставридис, в случае конфликта между Москвой и НАТО, любой из российских кораблей там будет или быстро заблокирован, или легко уничтожен. По его словам, Альянс должен наилучшим образом использовать преимущества своего нового, почти озера. А вообще вот то, что сложилось, та ситуация, которая сложилась в настоящее время, он называет ее глупостью Путина, потому что надо было быть клиническим идиотом, чтобы вот затеять такое в феврале 22 года, в результате которого уже Россия потерпела сокрушительное стратегическое поражение, уже. Вот с приближением НАТО, с фактически окружением Балтийского моря, с тем, что воздушное пространство НАТО, вернее, ракеты из воздушного пространства НАТО теперь до Петербурга лететь там каких-то 3 минуты, немножко дольше до Москвы. Это катастрофа, которая происходит в результате поражения, крупного поражения в крупной войне. Путин это добился. Поэтому, как говорится, спасибо, пусть орки скажут своему нанофюреру, спасибо Путину за это. Итак, значит, что Альянс теперь делает, в том числе через вот эти учения? Первое. Происходит интеграция вновь прибывших членов НАТО и освоение новых возможностей. Значит, в рамках предстоящего учения, а до этого было еще учение, правда, немножко вокруг Европы, но немножко в другом регионе, в Средиземном море. Но происходит это и еще ряд будет учений, которые будут включать в себя элементы, отработки элементов противовоздушной обороны, которые объединят всю наземную систему обороны НАТО, а также множество кораблей, военно-морской флот, управляемыми ракетами на море. Это очень напоминает ту коалицию, которая работала вот не так давно во время иранского ракетного и дронового удара по Израилю, когда 99% этих аппаратов иранских были сбиты вот именно такой комбинацией, в которой участвовали наземные силы ПВО плюс морские системы ПВО. Вот нечто подобную сеть собирается развернуть в районе Балтийского моря. Центральное место в этих учениях и последующих займет тестирование новых технологий, таких как беспилотные летательные аппараты, то есть дроны, беспилотные надводные аппараты и подводные. И, как пишет адмирал, мощь, ширина, глубина, интенсивность этих учений насыщенных будет такова, чтобы послать России зловещий сигнал о возможностях Альянса. Вот это, так сказать, политическая составляющая предстоящих учений. Это ответ на нынешние тактические ядерные учения Москвы и Минска, значительная часть которых, я уверен, будет бутафорской. А здесь будет реальное мероприятие, реальное учение, которое послужит зловещим сигналом, типа «ребята, не балуйтесь, иначе вам крышка». Вторым элементом предстоящих учений будет развертывание воздушной мощи морского базирования самолетов на наших натовских авианосцах для сдерживания российского воздушного и морского потенциала. И аналогичный уровень московского мастерства недавно, буквально в течение последних 2 недель, как пишет адмирал, демонстрировался в Средиземном море в рамках операции «Удар Нептуна». Как-то он так широко не освещался, оказывается, вот 2 недели такие операции проводились, причем они были уникальные. В них участвовало 5 авианосных ударных групп и десятки кораблей из 11 стран. Напомню, это последовало после иранской операции, попытки Ирана нанести массированный удар воздушный по Израилю, а также имея в виду продолжающуюся российскую агрессию против Украины. И что особо важно в этих учениях, в том, что впервые за много десятилетий в них участвовали корабли, на этот раз это был авианосец Шарль де Голль, французский, и находился он под полным командованием НАТО. Вот в таком смысле, в
такой форме ВМС Франции не участвовали в совместных учениях НАТО со времен того же Шарля де Голля, президента, который вывел вооруженные силы Франции из подчинения НАТО, и с тех пор это вот и продолжалось до настоящего момента. За что страны НАТО, руководство должно опять сказать отдельное спасибо Путину. То есть своими безрассудными действиями он не только расширил количество членов НАТО, но он еще и сплотил их. И то, что сделала Франция во времена де Голля, Путин все это дезавуировал и вовлек Францию обратно в военную машину НАТО. Гениальная способность нано-фюрера достигать великих геополитических побед. Дальше. Адмирал отвечает, что Россия, конечно, будет пытаться противостоять любым балтийским учениям НАТО, ну и не допускать освоения акватории и воздушного пространства над и вокруг этого моря. Так, предполагает адмирал, в следующем месяце Россия может перейти к короткой кибер- и электронной войне. Это очень важно. То есть особо это нужно иметь в виду, видимо, странам Балтии, а также Польши. Это похоже на то, что попыталась сделать Россия в последние несколько недель. Это тоже новая информация, которую лично я нигде больше не встречал. И в ходе этих операций последние 2 недели российские хакеры, работающие на ГРУ, на внешнюю разведку, использовали коммерческие авиалайнеры стран НАТО. В частности, Finnair была вынуждена приостановить обычные ежедневные рейсы в Эстонию после нескольких случаев глушения GPS. По словам НАТО, по словам Ставридиса, НАТО должно противостоять российской агрессии и вот этим ее кибератакам, хакерским атакам, применяя как наступательные, так и оборонительные средства РЭБ, радиоэлектронной борьбы, уже в ходе учений Балтоп. То есть вполне возможно, что одним из направлений этих учений будет ответная хакерская кибератака стран НАТО против каких-то там российских учреждений, установок, объектов, ну и так далее. Наконец, утверждает адмирал, ожидайте, что НАТО использует свое Балтийское озеро для оказания давления на крошечный Калининград, который выступает в качестве географического клина между балтийскими странами НАТО, это Эстония, Латвия, Литва, и остальной частью Альянса. Ну, вы знаете эту историю, Сувалский коридор и опасность, которая исторически, потенциально привлекала внимание натовских стратегов, что если туда Российская Федерация в этот коридор введет свои войска, то таким образом она может отрезать по сухопутной границе страны Балтии от Польши, поэтому в случае на них нападения очень трудно будет, вернее, затруднительно НАТО будет оказывать им поддержку, переброску туда дополнительных войск. По мнению адмирала, вот эта угроза, что Россия может захватить Сувалский коридор и причинить, вот, создать там глубочайший кризис для НАТО, может показаться преувеличенной. Хотя, с другой стороны, так намекает генерал, адмирал, мы имеем дело с сумасшедшим в Кремле. Поэтому от него можно ожидать все, что угодно. Кто бы еще мог до 24 февраля 2022 года подумать, что он решится напасть на Украину, восклицает он, бывший командующий войсками НАТО. Но это свершилось. Поэтому, значит, с ним, пишет он, нужно планировать по худшему варианту, как я вам неоднократно об этом говорил. Поэтому военные игры предсказывают, что российские войска, если они осмелятся на это, потенциально могли бы взять столицы Эстонии и Латвии менее чем за 3 дня. Но, к счастью, это так, теоретически, до февраля 2022 года. Но после этого, благодаря тому, что Путин спровоцировал со стороны НАТО, после этого присоединение Швеции и Финляндии к Альянсу, который я называю глупость Путина, пишет Ставридис, дает НАТО больше возможностей, чем когда-либо в Балтийском море.
Хотя у России есть определенные возможности, постоянная программа подготовки, учений и инноваций обеспечит НАТО полный контроль над Новым озером. Ну и обратите внимание, что в ходе этих учений будут также отрабатываться действия авиации военно-морского базирования, то есть на авианосцах. А это как раз то, о чем я говорил в предыдущем видео, когда высказал предположение, что в ответ на вот эту операцию «Держите меня семеро», которую имитируют Путин и Лукашенко, разыгрывая эту возню с тактическим ядерным оружием, Запад найдет возможность сделать 2-3 убедительных хода, которым покажут всю нелепость этих игрищ. Причем покажет так, чтобы было понятно даже идиоту. А ситуация состоит в следующем, и она очень проста, что своими собственными руками кремлевский сиделец поставил себя и свою страну в такую ситуацию в плане опасности, которой не было никогда со времен окончания Второй мировой войны. Ведь ему нужно уяснить, я не уверен, что в этой голове уже складываются какие-то рациональные мысли, даже простые. Они очень простые. Факт состоит в том, что теперь, из-за того, что сотворил Путин своими руками, подлетное время ядерной боеголовки или любой боеголовки из воздушного пространства страны НАТО до Петербурга составляет всего 3 минуты. 3. Этого недостаточно будет для военных российских, для того, чтобы воскликнуть там «Ах, Боже мой!» или грязно выругаться. А потом, когда она ударит по Санкт-Петербургу, и в Москве будут приходить в себя, протирая глаза, в следующие 5 минут следующая боеголовка ударит по Красной площади. И все. Вы понимаете, даже при Рейгане, когда американцы развернули свои Першинг-2, ситуация не была столь драматичной. Подлетное время, как посчитали, Першинг-2 до Москвы составлял порядка 12 минут. 12! И то считалось, что это время, это подлетное время, оно не дает никакой возможности предпринять какие-то действия, чтобы защитить себя советскому руководству. И оно прозрело в течение ночи, моментально. И тут же появились общечеловеческие ценности, пошли там разговоры о том, что мы все братья, что есть вещи, которые поважнее таких рассуждений, как геополитическое соперничество между сверхдержавами и так далее. Все люди братья, и нам надо дружить. И вот отсюда появилась разрядка международной напряженности. То есть вот в нынешней ситуации нету. Путин поставил себе и заодно картофельному дуче шах и мат своими собственными руками. И вот эти все игрища сейчас, то есть он что делает? Что он идиот и этого не понимает, тогда он клинический идиот, в это невозможно поверить. Или же он как кошка, знаете, которая уже мертвая, но она продолжает бежать еще некоторое время, вот примерно так. То есть он пытается еще сделать вид, что ничего не произошло, и убедить западное руководство в том, что действительно ничего не произошло. Да нету там идиотов, они все понимают. Но пока он деликатно не делает вид, что они понимают всю глубину изменившейся ситуации. Игрища путинские закончились. Все. Это примерно как апрель 1945 года для фюрера. Вот примерно столько. Но у него еще, к этому нанофюреру, есть время, немного, но оно есть, чтобы как-то отыграть. Но я могу так вот, прямо, как говорится, как говорят американцы, из манжета вытащить несколько идей. Допустим, шаг первый. Меняем все руководство, Путин меняет все руководство соловьиного помета, я имею в виду соловьиные пометы в широком смысле слова, потому что этим, то, что они там наболтали, им уже никто не поверит. И на Западе даже слушать их не будут. Заменить другими людьми, которые заговорят о осознании, мы же все братья, мы же братские народы, кстати, у них эта тема звучала уже,
ну все, да, некие неведомые силы пытались разжечь для того, чтобы там, искоренить, истребить эти братские народы, включая российский, то есть русский, украинский, белорусский и так далее. Но мы осознали, скажут из Кремля, есть вещи поважнее, и вообще мир очень сложен, так далее, полно опасностей, а перед нами глобальные стоят проблемы. Короче говоря, надо остановиться без всяких условий. Ну, можно там пойти на переговоры и поставить, причем заранее сказать, Бог с ним. Наше основное опасение, когда вот мы вынуждены были войти в Украину, состояло в том, что там развернут ядерные ракеты, которые будут лететь там 7 минут до Москвы. То есть мы отдадим все, отовсюду отступим, если вы дадите, то есть подпишите Украина, а Запад, так сказать, будет гарантировать, что Украина будет соблюдать эти условия. Украина согласится на то, что на ее территории не будет ядерных ракет. Все. Вот это обеспечит нашу безопасность, наш новый мир и так далее. Ну и можно еще предложить Западу, на что он согласится, только бы умиротворить этого безумца. Согласие между Россией и странами НАТО о том, что ядерные боеголовки и вообще носители ядерного оружия не будут развернуты ни со стороны России, ни со стороны стран НАТО на какое-то там безопасное расстояние, скажем, там 2500 километров от границы между Россией и восточным флангом НАТО. Все. То есть самое главное, пора, как вот замминистра иностранных дел Рябков говорил, когда ставил ультиматум в декабре 2021 года, НАТО, собирайте свои манатки и убирайтесь к 1997 году. Так вот сейчас сказать Путину, собирай свои манатки и заканчивай всю эту бодягу со своим ядерным оружием. Его нет, все, забудь о нем, потому что пока ты только подумаешь о нанести удар, тебя уже не будет. Проект путинской великой России, он закончен. Занавес. Вот я думаю, вот такая вот ситуация. Запад пока, и вот в этих учениях, Bold Ops, они пока деликатно все это объяснят и покажут, потому что российские же вооруженные силы, там воздушная разведка, военно-морская, будут наблюдать за тем, значит, что будут, какие будут операции отрабатывать натовцы, американцы. Вот я предложил сделать пару взлетов F-35 с шоссейных дорог Финляндии, сделать всю операцию, как эти истребители F-35 с мест дислокации, скажем, Великобритании попадают, сколько минут для этого нужно, чтобы они попали в Финляндию. Ну, а затем, допустим, с острова Готланд имитировать запуск крылатой ракеты в сторону туда, того же самого Петербурга. Или там, поднять из авианосца Шарль де Голль или американского какого-нибудь авианосца эскадрилью F-35 и тоже имитировать, значит, запуск ракет. Чтобы, опять-таки, чтобы было понятно даже идиоту. Но на этот раз дерзить нельзя, для начала. То есть сделать вид, что мы понимаем, то есть что мы не понимаем, что он окончательный идиот. Но рассказывать все это, показывать надо, чтобы было понятно даже идиоту. Вот такая ситуация, господа, я вижу. То есть это величайший в ходе 20-го и начала 21 века величайший геостратегический провал одного взятого человека, который может послужить провалом и окончанием истории целого громадного государства. Следующая интересная, я бы сказал, очень интересная и важная новость. Ну, вы, наверное, знаете, что безумная трампистка Тейлор Грин поставила вопрос в Палате представителей на днях об освобождении спикера, занимаемой должности. Это полностью провалилось, поскольку ее ход поддержал только еще один человек, их оказалось двое. Демократы, естественно, и все республиканцы, кроме вот этих двоих, не выразили поддержку этому ходу. И когда, значит, они голосовали, так сказать, голосом на вопрос, поддерживаете ли это
сказали «най», то есть «нет», это было громко слышно. А на вопрос «а кто поддерживает?» прозвучало 2 робких голоса «да». И после этого в зале прозвучал смех. Так вот, смех смехом, но это очень важный момент, потому что после этого сенаторы, республиканцы предупредили спикера, публично, естественно, чтобы он твердо стоял, вернее, твердо противостоял требованиям Грин. Грин, кстати, фамилия, это зеленый по-английски, поэтому, значит, зелень, она есть и в Соединенных Штатах Америки, в кулуарах власти. Так вот, значит, сенаторы из республиканской партии призвали спикера полностью игнорировать ее отчаянные призывы. Эти призывы, которые он доносит, включает главный из них, главный, это больше никакой помощи Украине. В этом, по крайней мере, году. Что говорят сенаторы по этому поводу? Значит, в связи с тем, что спикер после последнего голосования в пользу помощи Украине теперь пользуется полной поддержкой, во всяком случае в этом вопросе, демократов, ему нечего опасаться трампистов, может их просто игнорировать. Говорят ему республиканцы-рейганисты из Сената. А это вопрос по Украине очень важный, потому что, и вот внимание, потому что республиканские сенаторы предполагают, что в конце года возникнет вопрос о предоставлении нового крупного пакета помощи для Украины. То есть если еще какие-то 2 недели назад, ну вскоре после того, как проголосовали за выделение 61 миллиарда Украине, со стороны сенаторов республиканской партии, во всяком случае рейганистов, доносилось там больше ни цента, все. Если вы думаете, что дальше еще мы что-то там дадим, забудьте об этом. Это говорил, в частности, патологический трампист, сенатор из Огайо О.Джей Венс. Так вот, что-то очень изменилось. Теперь сами же республиканцы говорят о том, что, скорее всего, потребуется такой пакет помощи, и поэтому спикер должен твердо стоять на своей позиции, то есть принимать решения, исходя из национальных интересов, а не трампизма. С моей точки зрения, это свидетельствует о следующем. То есть в политикуме, так сказать, в политической элите Соединенных Штатов Америки совершенно стало ясно, что нанофюрера надо так же задавить, как в свое время задавили фюрера. То есть до конца, до победного конца, чтобы искоренить, в общем, эту тупиковую ветвь в развитии человечества, путинизм. И поэтому, может быть, не стоит опасаться, ну так, патологически, я бы сказал, опасаться, что больше помощи не будет. Если будут соответствующие успехи на поле боя, то будет и дополнительная помощь. И к этому, значит, уже готовится элита. Причем, это вторая важная мысль, которую я для себя усвоил из этого всего, что Трамп ведь, как недавно сказал в одном из своих интервью Геральд Ходжес, Трамп по-прежнему твердо выступает против помощи Украине. Он просто замолчал в последнее время, притих по этому вопросу публично, потому что кампания неубедительно идет, его предвыборная кампания сейчас. И затрагивать любой противоречивый вопрос может привести к негативным для него последствиям. Но, хоть он и затих по этому вопросу, это не значит, что он изменил свою негативную позицию о помощи Украине. Так вот, если уже сенаторы-республиканцы открыто говорят, понимая, что Трамп против дальнейшей помощи, они говорят, что надо, и что она, скорее всего, будет, это говорит о том, что сенаторы от рейганистского крыла республиканской партии чувствуют, что развитие ситуации в республиканской партии как-то так развернулось против Трампа. И когда вот этот сенатор, а это сенатор Тюн, это тот сенатор, который, если республиканцы в Сенате завоюют большинство в ноябре месяце, то он станет лидером. То есть он будет на той должности, которую сейчас занимает Митч МакКоннелл, который уходит в отставку. Так вот, это будет главный, это будет лидер. И он сейчас делает вот такие призывы. Значит, это свидетельствует о том, что
или они уже просчитали, что Трамп не будет президентом, и так осмелели до такой степени, в которой еще не были они в такой кондиции еще 2 месяца назад. А теперь осмелели, бросая вызов Трампу. То есть или они считают, что у Трампа шансов нет стать президентом, или же позиция и вопрос настолько принципиален, что они хотят навязать свою политику, то есть в Конгрессе, вне зависимости от того, что даже республиканцы будут в Конгрессе, они не собираются следовать в фарватере политики и причуд Трампа. Очень интересное высказывание, очень интересная постановка вопросов. То есть в целом это хорошие новости, которые свидетельствуют о том, что рейганисты, опять-таки так, keep my fingers crossed, пошли вперед. Трамп уже не так всесилен в республиканской партии, как казалось бы, совсем еще недавно. То есть, может быть, даже и не верит в том, что власть в Белом доме изменится. Следующее важное сообщение. Дипломаты, представители стран Евросоюза утвердили решение, согласно которому Евросоюз согласился предоставлять Украине ежегодно проценты от капитализации активов Центробанка Российской Федерации, которые сейчас заморожены. Где-то их около, по разным подсчетам, около 190, по-разному считают, 190 миллиардов долларов, другие считают 290 миллиардов. В общем, все их скоро пересчитают, все станет известно, все, что есть. Так вот, значит, остановились в конце концов на то, что они по-прежнему будут заморожены, пока они не будут арестованы, но они будут будут их запускать в оборот, а не будет получена прибыль. Предполагается, по сравнению, по аналогии с предыдущими годами, эта прибыль будет составлять, примерно 3 миллиарда долларов. Из них 90% пойдет на оружие, закупку оружия для Украины. Плюс здесь в том, что раньше о том, что будут использоваться эти деньги на оружие для Украины, даже речи не могло быть. То есть говорили о реконструкции, восстановлении. Теперь на оружие. Хорошо. Плохо то, что речь идет не о аресте всех денег, не о конфискации и не передаче им. Но я считаю, что этот вопрос временный. То есть так или иначе, следуя из заявления сенатора Тюна, до конца года, как они считают, будет поставлен вопрос о новом этапе финансирования Украины. Из этого следует, что те деньги, которые выданы в нынешнем, они должны быть израсходованы к этому времени. То есть поддержка техникой должна быть массированной и быстрой, если такое количество денег собирается потратить за полгода, а не за год. И дальше должен быть решен вопрос. Один вариант решения – это то, что предложил Тюн, новый пакет помощи через Конгресс Соединенных Штатов Америки. Если это не пройдет по каким-то либо соображениям, а ситуация, вы понимаете, достаточно смутная в США для того, чтобы ее серьезно так однозначно предсказывать. То есть все может быть, все, вплоть до того, что вместо Байдена выйдет на арену Мишель Обама и тогда смешается все. Так вот, значит, вторым вариантом будет все-таки решение этого вопроса о конфискации всех денег Центробанка в Европе. Лидерство здесь должны показать Соединенные Штаты Америки, потому что европейцы, единственное их опасение о том, что Россия может конфисковать те деньги, которые имеют, и ценные бумаги европейские компании в России, и иски. То есть Соединенные Штаты должны как пионер первым пройти по этому пути, чем они уже и занимаются. То есть сейчас проводится инвентаризация в американских банках, сколько там денег находится, потому что согласно закону, который недавно был проголосован, всему этому пакету, там где-то получается около 5 миллиардов сейчас, и эти деньги по усмотрению Белого дома могут быть арестованы, конфискованы и полностью направлены на оказание помощи Украине. Так что смотрим на дальнейшие действия администрации Соединенных Штатов Америки. От нее зависит
дальнейшее движение вопроса о судьбе вот этих замороженных российских активов в Европе. То есть вопрос не окончательный, он в процессе. Интересная информация, вернее, интересная постановка вопроса журналом Newsweek. Заголовок. Пока Украина получает F-16, российские войска просят дробовики или ружье. Под ружьем подразумевается не автомат, не автоматические винтовки, которые на вооружении стоят стран НАТО, а именно дробовики. В чем проблема? Ну, во-первых, то есть ожидание, что вот-вот F-16 с нужным вооружением на борту взлетят в небо Украине. Приводятся цитаты из интервью украинских пилотов, которые обучены уже управлять F-16. И вот один из них сказал: F-16 – это мощный и универсальный самолет, который даст нам преимущество, необходимое для установления превосходства в небе, в воздухе. Это очень амбициозная постановка вопроса, потому что, повторю, до сих пор, по оценкам аналитиков и военных НАТО, Российская Федерация, несмотря на колоссальное преимущество в количестве своих летательных аппаратов, самолетов, вертолетов, до сих пор не установила превосходство в воздухе над Украиной. Значит, украинский пилот считает, что Украина сможет при помощи F-16 это сделать. В то же время, как говорится в статье Newsweek, еще до прибытия F-16 в Украину российские войска оказываются все более уязвимыми перед другой воздушной угрозой ВСУ. Имеется в виду широкомасштабное активное использование дронов, которых огромное количество, десятки тысяч, недорогие и маневренные беспилотники. Кстати, я вам недавно рассказывал про Китай, что там товарищ Си наобещал Макрону, и мне пишут, что вот китайцы поставляют огромное количество дронов. Господа, китайцы поставляют дроны ВСУ тоже в огромном количестве, потому что дрон китайский, который вот сейчас пользуется самым большим спросом, это производственная компания DJI, и это дроны, ну, они проходят как невоенного использования. Это как автомобиль седан, который автомобиль, но если на него сверху поставить пулемет, он превращается, значит, можно превратить его в типа бронеавтомобиля, да? Так и эти же китайские беспилотники. То есть в то время, когда ВСУ опасаются тех беспилотников, которые Россия приобрела на открытом рынке, китайские, российские вооруженные силы опасаются китайских беспилотников, которые находятся в распоряжении в ВСУ. То есть китайцы, конечно, молодцы. Они чем-то, ну, в кавычках я имею в виду, они мне очень напоминают турок, которые и нашим, и вашим. То есть везде, где можно заработать. Но турки, ладно. Турки – это страна продавцов и покупателей, умений продать Восток, да. А вот китайцы, конечно, с этим они меня немножко удивляют, потому что что им эти беспилотники? Это мелочь по сравнению с масштабами и амбициями этой страны. Так вот, значит, анализируя как успехи китайских беспилотников, пилотируемых бойцами ВСУ, Newsweek цитирует перехваченный разговор или видео российских военных, который один из них кричит в панике. На него летит, видимо, этот беспилотник ВСУ. «Нам нужны дробовики! Нам нужны дробовики!» – кричал один из российских солдат в недавнем вирусном видео, описывая трудности борьбы с беспилотниками с помощью стандартного пехотного оружия. Эти беспилотники – настоящая проблема для нас, и мы пытаемся найти эффективный способ их уничтожения. Но пока не будут искать способ, как получить дробовики или чем их заменить, в это время должны появиться в небе Украины и соответствующие F-16. Еще одна интересная мысль, вернее, не мысль, а информация, которая основана на сведениях, подчеркнутых из то, что называется разведывательной информации, полученной из открытых источников, OCNT. Так вот, значит, по наблюдениям при помощи спутников оказывается,
Но опять-таки это очень предварительно, но тем не менее, то есть бросается в глаза. Масштаб цифр достаточно велик. Оказывается, что Россия, судя по всему, утратила около 30% своих бронетанковых машин. Ну, имеется в виду БМП, машин пехоты и всего прочего. То есть они просто пропали. Их не оказывается, они невидимы, не прослеживаются в тех ангарах, в которых они должны присутствовать. То есть вот 30% боевых машин пехоты или БТРов, они просто исчезли. Ну вот, собственно говоря, все, что я вам хотел рассказать. Вернее, есть еще один очень важный момент. В связи со складывающейся обстановкой намечается одна очень интересная тенденция. Сейчас через средства массовой информации и с украинской стороны, это включает некоторых представителей, видных, то есть высокопоставленных представителей военных и разведывательных кругов Украины, а также со стороны американских средств массовой информации. А здесь источниками выступают те, которые я считаю, я объясню вам почему, агентами влияния российских спецслужб. Так вот, происходит своего рода диалог, если его можно так назвать, который затрагивает вопрос возможных переговоров между двумя сторонами, то есть Москва и Киева, по поводу прекращения военных действий, так или иначе. Это очень интересный диалог, потому что вот в некоторых пабликах украинских проскальзывает информация, вернее, не информация, а опасения, предположения, что власти Украины тайно ведут уже переговоры закулисные с кремлевскими представителями, там, о слитии, о сдаче там, и так далее. А на самом деле, вот то, что я наблюдаю, диалог идет в открытом пространстве. Но это можно понять только тогда, когда ты знаешь, кто в нем участвует. И чувствуется, что Кремль все больше становится заинтересован в возобновлении тех переговоров, которые в свое время, значит, имели место в Стамбуле, стамбульских переговоров и те наработки, которые там были получены. Но я думаю, что этот вопрос стоит отдельного освещения, поэтому я вам оставлю его для вас. Его надо разжевать, оставим его на следующее видео. А пока, дорогие друзья, как всегда, слава Украине и вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами, а вам, друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу победу. Понимаете, есть законы, исторические законы развития человечества. Время от времени возникают тупиковые отростки, аппендиксы, какие-то ответвления тупиковые в нормальном развитии человеческого организма, человечества, человеческой расы там, и так далее. Это началось с неандертальцев, это включило в себя германский фашизм с его массовой человеческой базой фанатов и участников. И теперь мы имеем дело с фашизмом 21 века, который пока не такой кровавый, пока не такой широкомасштабный, который, в отличие от предыдущего фашизма, он отличается известной долей комичности. То есть, ну, это было бы смешно, если бы это не было так трагично. То есть это трагокомический фашизм. Но с ним будет покончено. На этом, дорогие друзья, до свидания и до скорых новых встреч.